Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня у нас в гостях Passat CC. Давно я хотел снять такой автомобиль, потому что все Passat уже есть на канале. И только CC не хватало. Я, как любитель Вага, давно хотел его снять, но не попадались хорошие автомобили. Либо ржавые в продаже, либо двухлитровый дизель, тот, который у меня на B6, и видео не получится, потому что я просто свой B6 уже все снял. Сегодня у нас четкий Passat CC в очень хорошей комплектации. По мне, это лучшая комплектация и конфигурация Passat CC. Passat CC – это комфортное купе, как вы знаете, аббревиатура CC. Но по габаритам он влез в E-класс, потому что он на 3 сантиметра шире B6 и длиннее. Поэтому в E-класс по габаритам он пролез. Но это PQ46, это та же самая платформа, что и Passat B6. Поэтому для меня это D-класс, четкий, хороший D-класс. Козырь Passat CC – это, конечно же, внешний вид. Это тот же самый Passat, как я уже сказал, та же самая платформа, да, безрамочные двери, все это хорошо, красиво. Но и задние фонари, все равно дизайн, некоторые линии изменены, он смотрится вообще четко, круто, мне очень нравится. Ну, я знаю ВАГ, те, кто давно смотрит мой канал, я думаю, про это знают. И те автомобили покупают те, кому вообще ВАГ не нравится, знаю таких людей. Потому что действительно круто машина смотрится. Она вышла в 2008 году, в 2016, забегая вперед, скажу, сошла с конвейера, ее сменил Arteon, потому что уже, я не знаю, зачем нужно было менять название, скорее всего, чтобы Passat и Passat CC не пересекались, потому что ассоциация, что-то одна и та же машина, а все же здесь разное, уже комфортное купе, уже должна называться по-другому. История этой машины берет свое начало от того, что в 2004 году вышел CLS, обзор был на него на канале, и он зашел на рынок, людям понравилось, и все автопроизводители начали ломиться в эту нишу. Ну, я думаю, это все знают, так и появились. А пятые, седьмые от Passat CC. Да, сперли идею Мерседеса. Ну, ничего криминального в этом нету. Сколько у Вага идей сперли. Но все эти вещи красивые, это не завод, это дополнительно владелец установил. По ходовке та же самая, что B6. Спереди Макферсон, сзади многорычажная. И все зависит, конечно же, от размера колес, ну и от самих амортизаторов и пружин, потому что на 16-х, разумеется, самая мягкая будет машина, но уже здесь по внешнему виду 16-я не катит, тут уже 17-е нужны. Поэтому у нас и стоят 235 на 45 R17. Соответственно, машина будет чуть жестче. Но я сейчас поездил, не сильно она жестче моего. 17-е катки приемлемо. Но за счет амортизаторов и пружин можно играться мягкостью подвески. Здесь владелец, как я на своем, все пружины поменял. Амортизаторы тоже новые, поэтому машина не жесткая. Плюс в теории ее можно чуть поднять наверх, и она будет помягче. Но четкие ребята, конечно же, ставят кайловеры, 18-е диски с вылетом наружу. Смотрится вообще бомбовский и топ по внешнему виду, но каждый день ездить, конечно, немного не совсем комфортно будет, особенно на лежачих. Но у нас дороги более-менее еще приемлемые, основные по городу, центральные. Ну, есть где вальнуть, конечно. Вот еще одна CC на светофоре стоит. Есть где вальнуть, но все же не совсем комфортно на повседнев это будет, но ничего не утверждаю. Насчет двигателей. Автомобиль вышел в 2008 году, как я уже сказал. И что касается дизелей двухлитровых, в этот момент и произошел переход от 188 к 189 серии, соответственно, Common Rail. Про Common Rail у меня на B6, я все об этом рассказал, есть плейлист, пойдите посмотрите, в целом я доволен. Также у меня есть и Audi A4, двухлитровый дизель, тоже 16 клапаны, но серии я 188, PD-шный в простом понимании. Тоже доволен, нареканий нет, так что по дизелям мы их опускаем, я про них все уже рассказал. По бензинам здесь 1.8 устанавливался, у нас двухлитровый 1.8. TSI, 152 лошадиные силы. Такие двигатели были на Шкоде Superb, CDAP двигатель, 152 лошадиные силы. Там владелец поменял поршневую на Gen 3.
Вернее, поршни там уже были от Gen 3, он поменял кольца, ну и избавился от масложора. Также на таком же двигателе у нас была Шкода Yeti на полном приводе, ну, на муфте, разумеется, не на Quattro. Тоже 1.8 TSI, тоже 152 лошадиные силы на DSG, мокрые шестиступенчатые DQ 250 на полном приводе, на оригинальной поршневой, родные кольца. Там было 240-260 тысяч километров пробега, точно уже не помню, надо смотреть самому обзор. Там кольца не менялись, ничего не делалось, и расход масла там умеренный, на 6-7 тысяч километров примерно литр, то есть терпимо. Владелец там залил раскоксовку, она ему помогла, как ни странно. Расход масла уменьшился, также экспериментировал с маслом, с вязкостью, с марками, поэтому расход масла там умеренный. Но решать вам. Но, как я уже говорил не один раз на своих обзорах, то, что многие уже меняют поршневую на Gen 3, и при продаже, вот особенно Audi A5 Sportback, часто видно, что вот и 2-литровые, и 1.8 уже указано, что поршневая заменена, уже фотографии поршней, закоснаряды, накладные, все вот это есть. Все отчеты по обслуживанию. У нас 2-литровый TFSI. Почему я говорю TFSI? Потому что такие же самые двигатели установлены на Audi. TFSI это турбо, FSI непосредственный впрыск. Это турбовый двигатель с непосредственным впрыском. TSI это ход маркетологов. Это ничего от этого не меняет. Что у Шкоды, что у Seat, что у Audi, что у Volkswagen, это все TFSI. Потому что здесь непосредственный впрыск и турбо. Поэтому не надо мне поправлять в комментах особо умным. Почитайте характеристики. У нас 2-литровый CCZB. CCZA устанавливался на Шкоду RS, А5 Octavia. Там 200 лошадиных сил. Здесь CCZB 211 лошадиных сил. Похожий герой нашего одного обзора. CCZB 211 лошадиных сил, 280 крутящего, ньютон-метра крутящего момента. И крутяшка с 1750, как у дизеля, до 5200, ровно полка момента, за счет чего на ней просто приятно наваливать, потому что с 2000 оборотов, блин, до 5 постоянно чувство постоянного ускорения, за счет чего кайф от вождения получается. Степень сжатия 9,6, 82,5 на 92,8 поршень. Цепной привод ГРМ, цепь менялась недавно, один фазорегулятор на впускном валу, блок чугунина. И ко всему прочему, в дополнении для собственного удовольствия, здесь механическая коробка передач. Да, здесь устанавливались шестиступенчатые мокрые DSG DQ 250, но с учетом возраста времени, хотя ненадежно, они ходят на родных сцеплениях по 1400, есть Суперб один знакомый. Но, да, сцепление, хотя это, что поменять сцепление на механике с маховиком и весь комплект сцепления, что менять сцепление на DQ 250, в принципе, по деньгам одно и то же выйдет. Но, тем не менее, все равно людям больше нравится надежность. Чипованный, заряженный двигатель, но надежная коробка. Соответственно, здесь механика, и механика здесь хороша. И такой же двигатель был на Audi A6 C7. Я там рассказывал про 1.8, про 2.0, про все бензиновые двигатели от VAG. И как отличить Gen 2 от Gen 3 модификацию по фазорегулятору на впускном валу. Потому что на Gen 3 уже на обоих валах фазорегуляторы. И это E3 восьмерки серия Gen 2, да, но это не 1.8, это разные двигатели. В 1.8 жор масла присутствует, и он растет. Здесь же он умеренный. Но опять же зависит от, разумеется, состояния пробега, состояния самого двигателя, от масла. Можно играться с допусками масла. Здесь 5 на 40. Некоторые 5 на 30, некоторые лили 0 на 30, 0 на 40. Экспериментировали с вязкостью, с марками масла. У некоторых масло не жрал двигатель, даже на 1.8. Ну, до 200 примерно. После 200 все равно начинался. Здесь в основном автомобиль ездит по городу, по трассе ездит редко, и 4000-5000 оборотов редко видит. Поэтому здесь жор масла умеренный, то есть 200 грамм на 6000 где-то. Примерно ориентировочно вот так. Даже если пол-литра он израсходует, то как раз на одну замену, на доливку этого всего хватит. Поэтому 2-литровая надежнее 1.8 с точки зрения масложоров. По остальным проблемам, кроме масложора, цепь меняется раз в 100 тысяч, недавно она здесь заменена. Свечи, катушки, ничего нового. Но ТНВД подтекает, бывает, в этих двигателей. Я на А8D4, там 4.0 TFSI, я рассказывал эту проблему. Грубо говоря, из-за штока
в ТНВД, начинает бензин в масло попадать. Соответственно, что нужно делать? Правильно, доставать щуп и нюхать, не воняет ли бензином. Если есть уже запах бензина на щупе, нужно лезть в ТНВД. Ну а что по салону? Ничего нового, ребят, ничего нового. Как будто в свою машину сел. Что выдает, конечно, это дизайн дверной карты. Вот это все точно так же, как у меня. Единственное, конечно, другой руль. Уже рестовый. У меня машина конец 8-го года, уже 9-й год, 2009 начало. Но еще не рест. У рестовых B6 то же самое. Уже пошел такой руль. И такой уже дизайн климат-контроля. Все осталось как и было, но вот дизайн чуть другой. Мультимедиа здесь, разумеется, не родная. Она заменена. И стоит она не очень много. Относительно немного. Примерно $150. Но фишка в другом, то что она красива, хороша, да, подключаешься, можно смотреть ютубчики во время движения, все что угодно, соцсети, там все, что хочешь, можешь мониторить. Это уже давным-давно разрекламировано, еще и не мной, и ничего нового я не расскажу. То же самое, кстати, было на Туареге первом, я снимал первый Туарег, то же самое было у человека в Туареге. Может, функционал поменьше, но что-то подобное было там. Но кнопки не работают. Вот у нее устанавливаешь, все хорошо, кнопки руля не работают. Но у меня кнопок нету на моей машине. Поэтому мне это вроде как и не нужно, но можно поменять руль, чтобы были кнопки управлять с кнопок руля всем. Ну а для этого нужно купить блок, который стоит 700 рублей, в районе 700. Поэтому, чтобы у вас работали кнопки. Потому что едешь, кнопки есть, нажимаешь на любую, ничего не работает. С родной, конечно, аудиосистемой это все работает, все хорошо, но уже с этим новомодным Китаем это не работает. Поэтому есть такой нюанс. И насчет руля, я помню, тоже хотел себе руль такой установить и установить уже климат-контроль обновленный, ну, уже такого супер модного дизайна. Вот, но климат-контроль еще спорный вопрос, но руль я не хотел трогать, потому что трещала подушка у некоторых таких. ЦЦХ было, трещала подушка. Вот, но поэтому я решил, будем ездить на старом. Хотя старый, я не скажу, что прям некрасивый, мне не нравится. Нет, трехспицевой руль тоже очень красивый. Мне все нравится, но хотелось чуть омолодить машину, конечно. Приборка уже по современнее, тоже как рестовый B6, короче говоря, ребят. Руль, климат-контроль, приборка, уже чуть все по-другому, как у рестового B6. Ничего нового, все, что говорил на B6, все то же самое есть и здесь. Но еще над головой все же чуть-чуть места меньше, потому что машина в целом ниже B6. По сиденьям. Топовое сиденье кожаное с ярко выраженной боковой поддержкой, подогревы сидений. Все как надо. Ну и, конечно, классическая проблема уже коцки на хромированном кольце ручки КПП. Ну, возрастные проблемы. Так, все то же самое и нечего добавить, ничего нового здесь не скажешь. А скажешь только старую неумирающую классику. Комфортно, классно, круто, здесь удобно. Вот реально единственное, что вот дверные карты эти, ну, конечно, они смотрятся хорошо. Все вроде бы красиво, четко, круто и то же самое. Но не то же самое. Немножко огорчает то, что вот в B6 у меня есть бамбалюк, так скажем, для зонтика. Здесь его нету. Здесь также выемка для минералки. 1,5 литра бутылка минералки встает как родная. Любой минералки 1,5 литра, эти вытянутые бутылки, спокойно. Термос литровый и 1,5-литровый тоже помещается спокойно. Он не болтается во время движения так. И не то, что плотно не выдираешь, но и не болтается. Короче, умеренно хорошо стоит, все по размеру, одним словом. И это, конечно, мелочь, но приятная мелочь. Постоянно зонтик, бутылка, термос, подстаканники здесь такие же, но уже другие, без решетки этой, как у меня. Но мне нравится такая решетка, закрывает, все, здесь ничего не видно. И не пылится так. Вот, то есть есть некоторые отличия, но в целом по комфорту, по удобству все то же самое. Но подлокотники их, конечно, кайфовые. Он и широкий, и удобный, но более продуман, чем в большинстве автомобилей, которых я тестировал. Конечно, у кого-то обрубки, у кого-то такие короткие, все равно здесь вообще под мой локоть подлокотник. Все как будто для меня ее делали. Сзади то же самое. Единственное, что
Подлокотник у меня уже с 2 подстаканниками, тоже ниша здесь для аптечки. Но здесь есть люк для перевозки дальномерных каких-то вещей. Это, конечно, преимущество, но это все спрятано вот здесь. 2 подстаканника, небольшая ниша присутствует вот здесь. А подлокотник уже выполняет свои прямые функции. Ну, тоже кайфово. Но 3 пассажира вы уже не посадите здесь. В принципе, в цехе он не нужен. Это не для компонентки. Хотя, конечно, 4 человека здесь поместятся беспроблемно. Обзор хороший. Но головой я уже чуть-чуть упираюсь. Если в B6 я могу сесть прямо, то здесь мне уже подъезжая начинает расчесывать. Поэтому чуть-чуть пониже надо садиться. Но ехать здесь, конечно, комфортно, мягко и удобно. Но особо не для компанейских поездок такой автомобиль. Это больше, чтобы самому кайфовать. И, конечно же, этот двигатель, такая конфигурация вам это даст. И в целом, подводя итог, классическая философия ВАГа. В том плане, что в B6, что в Passat CC, что в Audi A4, что в Audi A5, что в Audi A6 C7, что в Audi A7. Все эти автомобили были уже на канале, теперь уже все перечисленные Passat CC у нас сегодня в гостях. И, соответственно, то же самое, как я был в А5, правда, там А5 было не спортбэк, а купе, но тем не менее, торпеда, весь салон, все то же самое, как в Audi A4. Единственное, что, да, выдают только безрамочные двери. Все остальное то же самое. В Audi A6 C7, в Audi A7 они вместе снимались, и в Audi A7 я ей говорил то, что по салону вообще не понять, где ты находишься. А7 или A6 C7 только вот выдают безрамочные двери. Все то же самое. Все то же самое. И отличие только в одном. То, что нету слабых двигателей. То есть у Passat CC нету 1.4 TSI, так же, как и у Audi A5. Уже от 1.8 начинается линейка двигателей, от 1.8 пошла наверх. То есть у Passat 1.4 есть, и у Audi A4 1.4 TFSI есть. У этих уже нету. А5 и Passat CC тоже этого нету. То же самое у Audi A6 C7 и у Audi A7. Поэтому все вот слабенькие двигатели скидывают на седаны и универсалы, а на комфортное купе и купе как А5 уже более средние и более мощные двигатели. Поэтому классика, все по-старому. Есть отличие от B6, конечно. Больше касается это внешнего вида, разумеется, потому что именно из-за этого цехи и покупают, и ее хотят. И реально открываешь все равно безрамочная дверь, все равно кайфово. Кайфово, но не забывайте вот про эту резиночку. Ну, конечно, кайфово. Я рассказывал и на А7, и на Mercedes CLS. Да, кайфовая тема, эти прыгающие стекла, но зимой не забывайте про уплотнительные резинки, особенно вот эту, которая рвется, и потом шум в салоне стоит из-за нее. Потому что из-за такой мелочи потом вы едете, и такое ощущение, что вы едете с открытыми окнами. Шум стоит на перебой, и ничего ты с этим не сделаешь. Только если, грубо говоря, тебя вот уже раздражает, ты порвал сам резинку, тебя раздражает, уже по-жлобски, по-колхозному тряпкой заложить или чем-нибудь, там, губкой, я не знаю, и закрыть дверь, чтобы ветер не свистел во время движения. Поэтому следите за такой важной мелочью. Все классно, круто, я не могу ничего плохого сказать, тавак, ё-моё. Поэтому уже извиняйте, ничего плохого я все равно не скажу. Тихо, да, но 2-литровый. Хотя и дизелем не так слышно, если по шумке судить. Ну, дизеля не слышно, его не слышно. В салоне так... Если уже был 168, который более звонкий, то да. А дизель, бензин по звуку не сказать, чтобы... Ну, примерно одинаково, что бензин, что дизель. Тут уже шумомером мерить я не буду. Насчет разгона 7.3. Заводской разгон ее. Ну, конечно, на DSG будет пошустрее, но... Учитывая возраст, пробеги, механика подешевле и поспокойнее, что важно. Здоровье превыше всего. Такой же, в принципе, двигатель, как и был на Audi A4 B8, но там кваттро, а здесь на переднем приводе все это удовольствие. Поэтому здесь должна быть она пошустрее все же. Выхлоп здесь вырезан весь, да? Да. Но уже чувствуется, что вырезанный выхлоп.
Так, на мили смотрю, уже 100 миль. А нет, это километр в час 100. Так, уже сотка была. Автомобиль бодрый, только разогнаться негде. Все нам мешает, но уже хоть прямая пустая есть. Ну, 150-160 спокойно автомобиль идет. И выхлоп весь, все вырезано, но мне не глушит, нормально. Ну, классно идет. Тормоза менены, тормаживается идеально. Ну, как мой, ну, блин, говорю, сидя в салоне, минимум отличий. Смотришь, только дверные карты выдаешь, вот в цехе нахожусь. А так, и окраска салона, и цветовая гамма вообще один в один. И еще один плюс я заметил, ребят, очень важный, это состояние подушки. Потому что была тоже цеха белая одна, уже не помню, на 1.8, правда. И было такое подозрение, блин, что за ерунда, руль поворачиваешь и такой, что-то трение, что-то обо что-то трется, такое непонятное ощущение. Оказалось, подушка сама скрипит, пришлось менять подушку человеку. Здесь этого нету, ну, согласитесь, неприятно. Ну, конечно, как на многих автомобилях спокойно едешь 40-50, она так быстро называется, здесь 100-120. Поэтому, ну, по динамике чиповать не надо, и в стоке хватит на вырезанном выхлопе, кому еще надо, тем более по городу. Средний расход 10,8, но это в режиме психа. Ну, по подвеске, по ходовой, это все мне напоминает, сами знаете кого. Тот, на котором я приехал. Но, конечно, в теории все равно 3 сантиметра в ширину и в длину, она чуть-чуть, если по физическим параметрам, она все равно чуть-чуть комфортнее. Ну, конечно, все напрямую зависит от колес, от амортизаторов пружин, от хода, образно говоря, подвески. Но на 17-х катках она смотрится, конечно, гораздо красивее. 16-е здесь уже по внешнему виду не пройдут. На Passat еще более-менее нормально смотрится, но на CC нет уже. Ну, конечно, одно удовольствие ездить на такой машине. Самое главное, когда это автомобиль обслужен, а не там у вас поднимаешь капот, все в масле, и масленки загораются, чеки горят. Вот этого нету. Всегда приятнее ездить на обслуженном автомобиле. Если подводить итоги, самое главное, ничего не скрипит, ничего не поддувает, все уплотнительные резинки, все хорошо с машиной. Это самое главное, потому что это всегда напрягает. Никаких чеков, ничего, никаких биений, машину не ведет, тормоза отличные, поэтому ну, машина супер. Ну, приятно, когда ВАК обслужен и красив собой, и хорош. Ну, по ходовым качествам ничего нового сказать не могу, потому что все то же самое, что большинство. Та же самая платформа, но, конечно, внешний вид. Сколько раз тоже слушал людей, говорит, Volkswagen мне не нравится, не чего, не... Ну, то цеху я бы купил. Поэтому, конечно, внешний вид самое главное преимущество этого автомобиля. Ну вот и все по ней. Все, что я хотел сказать, я сказал. Здесь, да, не было ничего плохого, потому что про ВАК я ничего плохого сказать не могу. Я люблю ВАК. От Seat Leon до Audi A8 я сажусь в любой ВАК, чувствую себя как дома. Поэтому здесь ничего плохого я сказать не мог. Да и, наверное, не заслужить ничего плохого. Здесь пробег 240 родной. По кузову, да, это проблема ВАГа тех лет. Артеон уже, кстати, и B8 Passat так не подгнивает. Таких проблем нет по кузовам. Да, но нужно держать загашники на ремонт кузова. Но опять же все зависит от первоначального состояния. Есть проект на YouTube с моей Audi A4, где мы сделали кузов. И получается, по затратам я сейчас мониторю рынок постоянно, сколько они стоят. В итоге затраты на Audi A4, купленную почти по самому низу рынка, оправдали себя, потому что она по состоянию по кузову лучше остальных. По технике там все в порядке. Ну, можете посмотреть плейлист. А среди тех якобы идеальных, которые продаются, ну, там жуки тоже есть по элементам. 3-4 элемента нужно красить по-любому. Получается, выйдет дороже вам, чем покупать ниже. Соответственно, можно таким маневром сэкономить. Купить подешевле, довести по кузову грамотно. Главное найти с технической точки зрения неубитый автомобиль. А так на этом все. Всего хорошего. Спасибо большое за внимание.
Вовремя ASX подъехал. Кстати, смотрите и по Mitsubishi ASX, новый герой канала. Увидимся. Счастливо.